Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня покажу, как вязать такой узор на машинах Бразер и на перфокарточных машинах и электронных. Итак, как же вязать такую вот красоту? Загрузили рисунок, файл, который получили от меня, выставили. Вот у меня 904. Рисунок на 12 петель, то есть можно и на перфокарту набить, и выставляем на первый ряд. Этой кнопкой можем выставить на первый ряд, если ошиблись. Итак, настройки на каретке. Поскольку это с одним рядом, то в данный момент нам надо будет вязать влево. Поэтому нажимаю кнопку, оставляю в работе кнопку Part в левую сторону, а в правую я выключаю. Итак, начинаем с первого ряда работать ажурной кареткой. С левой стороны ведем ажурную каретку. Здесь в рисунке есть пустые ряды. Эти пустые ряды для того, чтобы мы среагировали на электронной машине, когда нам закончился группа переносов. Итак, сейчас было 2 пустых ряда, и теперь первый раз переносим 18 раз. Следим за крайними иглами. У кого новые каретки, включаем розовые шлицы. Тут уже чувствуется, когда машина не будет, вот, не отобрала. И чтобы среагировать и убедиться, потому что есть и пустые ряды для отбора с другой стороны в рисунке. Я провожу еще 2 раза кареткой. Убедилась, что больше отбора нет. Далее, настройки на нашей каретке я показывала. Сейчас в эту сторону мы провяжем, и обратно каретка основная пойдет холостую. Туда провязали, обратно идет каретка в холостую. Далее здесь у нас остается нитка, можем ее немножко убрать для того, чтобы точно ажурка не зацепила. Далее, на что я хочу обратить внимание. Вот у меня перекинуто это ажурное вязание, полотно через переднюю фантуру. И на 50 петель у меня навешен один маленький грузик 200 грамм. То есть при вязании ажура так и надо делать. Из расчета на 50 петель 200 грамм. Если у нас 100 петель будет, то мы уже можем ставить 2 маленьких грузика. Если больше, то потихоньку можем и 2 больших груза. Плотность у меня 9,2 точки, потому что пряжа довольно толстенькая. Где-то 450 или 400 даже метров на 100 грамм. Итак, продолжаем. Теперь у нас второй ход будет 16 раз. Вот, видите, был первый ряд холостой. Опять крайние петли. Вот, потихоньку ждем, когда будет опять пустой ряд. Вот уже появились пустые ряды. И я откладываю ажурную каретку. И теперь нам надо пройти туда холостым ходом. Для этого я переключаю кнопки Part. То есть туда я пойду холостым ходом, обратно провяжется. В этот момент хорошо поддержать нитку немного рукой. Назад потянуть, чтобы она провязала. Не сделала провисы. И опять продолжаем работать ажурной кареткой. Тут есть разное количество проходов ажурной каретки. Есть 18 и есть 2. Поэтому я оставила эти вот переходные. Я почувствовала, что сейчас был пустой ряд. Еще раз для проверки провожу и пододвигаю основную каретку. Теперь нам надо туда вязать, поэтому я переключаю. Может быть, это надо делать сразу, как провязали. Туда провязали, обратно холостой ход и сразу переключаем. Так будет более надежно. И опять работаем ажурной кареткой. Вот.
Видите, первый ход был холостой, а второй уже он отбирал, потому что если надо будет нести в другую сторону по рисунку. И таким образом вяжем холостыми ходами. Вот проверка. Вот. Я проверила себя, что я все провязала. Каретка у нас уже подготовлена. Придерживаем рукой нить. Туда холостой ход, обратно провяз. И сразу переключаем каретку. Таким образом мы сможем не ошибиться. И как уже в начале были фотографии, показываю. Вот, рисунок этот же связан на махере. Махере нуде от сессия итальянского в 2 сложения. Также красиво он смотрится на махере на шелке. Вот другой. Это меринос в 3 сложения, 500 метров, плотность 8. Махер я вязала на плотности 10. Что я хочу сказать еще, скажем так, про вязание махера. Чтобы махер не цеплялся к каретке и к прессу, я советую поступить таким образом, что снять, вот видите с пресса, снять все щетки, оставив только эти зубчатые колесики. А также я уже неоднократно показывала, что махер я сбрызгиваю силиконовым спреем. Этот спрей для обработки, видите, автомобильных резинок. И он есть специально для пряжи. После того, как изделие постирается, этот силикон абсолютно не мешает. Это даст нам возможность, что вот пух, который не будет на махере имеется, не будет цепляться за колки, не будет зависать. На этом сегодня я надеюсь, что вам понравилось и рисунок. Сам файл рисунка можно приобрести у меня, связавшись со мной, или через Инстаграм. В описании будут мои контакты, также контакты на профиль Фейсбука. Если кто-то желает поддержать канал небольшим донатом, под видео в описании есть адрес моего PayPal. Всем легких петелек сегодня. Пока-пока.